Наша небольшая деревушка раскинулась совсем рядом с тайгой. Слева овраг, а за ним речка. Очень красивое и живописное место. Не зря люди выбрали эту красоту, когда поселились в этих местах. Эта необычная история произошла именно здесь, в небольшой деревушке на 40 дворов. В деревне живет семья: Тимофей, жена его Любушка и сын Мишутка. Мальчишке было всего около 5, когда отец принес из тайги щенка, почти еще слепого волчонка. Хоть и маленький совсем он был, но уже знатно кусался и царапался. Видимо, инстинкты хищника за выживание работали. Так и росли они вместе, Мишка и волчонок. Мальчишка дал имя своему зверю – Ветер. Как не пройдешь мимо их избы, так Мишка всегда во дворе с животиной играет, тренирует его как собаку. Прошло время, и волчонок вырос. Стал крупным и матерым волком. Теперь он сидел на привязи. Хозяева никогда не выпускали его бегать по деревне, как делали с собаками. Деревенские собаки давно уже не лаяли на него, видимо, привыкли к его присутствию. Мишка все так же продолжал с ним играть и кормить его. Наступила снежная зима. Мишка учился уже в 1 классе на 5 и 4. Мальчик также в свободное время играл со своим волком, и все бы хорошо. Только вот стали люди по ночам слышать со стороны леса вой волков. И однажды ветер пропал. Как он смог отвязаться, одному Богу известно. Горевал Мишка и даже просил папку сходить с ним в тайгу и отыскать ветра, но Тимофей понимал, что это невозможно. Но жизнь продолжается, и отец дал обещание принести к весне щенка-овчарки. Он очень хорошо поддается дрессировке. С тех пор прошло 2 года. Мишка теперь занимался воспитанием Рекса. Учился он уже в 3 классе, но чуток похуже, троечки стали появляться. В тот морозный день он катался на санках во враге. Отец смастерил для него отличные крепкие санки. Теперь мальчишка все никак накататься не мог. Домой не загонишь. Начало смеркаться. Мишка решил, что еще разочек съедет во враг и быстро побежит домой. Он взял веревку, привязанную к санкам, и уже хотел подниматься наверх, как заметил, что вроде как тени промелькнули. Миша пригляделся и увидел несколько серых морд. Это были волки, настоящие голодные волки. Они ждали его наверху. Мальчик был так напуган, что не мог пошевелиться. Он стоял внизу оврага и не решался подняться. Наверху то там, то тут выглядывали волчьи, оскаленные морды. Скоро совсем стемнеет, и тогда наступит конец. Волки наверняка ждут темноты и не выпустят теперь они свою добычу. Мишку била дрожь и от страха, и от холода. Мокрые штаны от снега теперь стали ледяными и не сгибались. Разные мысли крутились у него в голове. До деревни совсем недалеко, может закричать, вдруг услышит кто, но закричать Мишка так и не решился, побоялся нервировать хищников, а вдруг они кинутся на него. Там, наверху, послышался рык одного из волков. Мальчик посмотрел и увидел матерого волка со скаленной мордой, видимо, это был вожак в стае. Вожак приготовился к прыжку, по нему было видно, что еще секунда, и он прыгнет сверху на Мишку. Он заплакал так, как никогда раньше. Ему стало так жалко себя и маму, да и папу тоже. От этих мыслей он просто-напросто разрыдался. Миша увидел, как огромный волк большими прыжками приближается к нему. Мальчишка закрыл глаза и приготовился к самому худшему. Но почему-то ничего не происходило. Вокруг лишь стояла такая тишина, что у Мишки зазвенело в ушах. Он открыл глаза и увидел его. Да, это был ветер, его ветер, друг. Радостно вскрикнул Мишка. «Ветерочек ты мой!» Наверху волки заскулили от нетерпения попробовать горячей крови. Ветер повернул морду кверху и завыл. Теперь вожак стал подниматься наверх, периодически оглядываясь на Мишку, как бы говоря ему: «Иди за мной и не бойся». Мишка послушно карабкался за волком. Вожак первым выбрался из оврага и злобным рычанием отогнал 3 волков на безопасное расстояние. Миша пробирался по сугробам в сторону деревни под пристальным вниманием вожака. Когда мальчик уже подошел к домам и был в безопасности, он обернулся и увидел стоящего на холме своего верного и надежного друга Ветра. Когда Ветер увидел, что Мишка добрел до деревни, скрылся в густые заросли леса.
Дорогие друзья, спасибо, что прослушали историю до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории.